Я Митя Зиновьев, и через год здесь будет стоять мой арт-объект. Привет! Ну что, давайте попробуем разобраться в деталях. Я Митя Зиновьев. Если в двух словах, я руководитель мастерской чудес. А если детальнее, то 12 лет мы уже занимаемся производством нестандартных конструкций, арт-объектов, оборудования для фестивалей. Все это у меня из детства. Я вырос в семье искусствоведа и военного. Вот. А воспитал меня вообще мой дедушка, он авиаконструктор, и я все детство провел в конструкторском бюро. Пойдемте, покажу свою мастерскую. Вот здесь наша мастерская, здесь наш ангар, в котором мы, в общем-то, в последнее время делаем все наши арт-объекты, делаем все статические, механические, динамические арт-объекты, выставочные стенды, вывески и так далее, и так далее. Если говорить про то, где стоят наши работы сейчас, самые свежие можно увидеть в сети супермаркетов Сельпо. Вот, например, механические цветы. В городе Канев открылся цветочный Сельпо, и там под потолком висит 32 наших цветка, которые открываются, закрываются. И... Вот так-то так. Огромная гордость мастерской – это 2 магазина из 3, которые в этом году попали в топ-50 лучших дизайнов супермаркетов Европы. Всего попало 3 сельпо из Украины, и 2 из них оформляла мастерская чудес. Один из них в Одессе, американский дайнер, второй под Киевом, маленький принц. Каждый новый проект у мастерской, он намного сложнее, чем все предыдущие. Это всегда новые амбиции, новые высоты. И благодаря этому мы с командой приняли решение один из наших арт-объектов в следующем году представить на Burning Man. Через год здесь будет стоять мой арт-объект. Есть город, который существует всего 8 дней в году. It's like nothing you've ever seen anywhere else on the planet. It's one of those that you really can't describe unless you've been there. You won't understand. It's outside of normal society where we allow ourselves to express ourselves freely. And for us, it means creating art and creating community. Он наполнен самыми разными людьми. Здесь есть художники, диджеи, философы, мейкеры, экзотические танцовщицы, инженеры и еще очень много других ролей. Город строят в пустыне, которую здесь называют Плая. People don't even say Burning Man. They don't even say Black Wreck City. They'll just say Playa, and they know they mean this place. Плая – это вообще все. Это общее название вот этого вот глиняного. Она по определению враждебна к человеку. Поэтому организация быта стоит огромных усилий. Сейчас пока собираем свой небольшой лагерь. Обеспечить себе быт на Burning Man не такое уж и простое дело. Самая большая сложность и неудобство – пыль. Она везде. И в этом всем люди все же на первое место ставят самовыражение, творят, делятся своей энергией, улыбаются, развлекаются, кайфуют, короче. Съезжается этот человеческий коктейль со всех континентов. И на неделю 80 тысяч человек называют пустыню домом. Это вот как нечто, как база. Это вот мы все на Плае. Welcome home. На Плае тебя встречают фразой «добро пожаловать домой». Более 30 лет Burning Man чуть ли не главное событие мировой арт-тусовки, билеты на которые разлетаются за минуты. Второй год подряд из-за карантина официальный Burning Man не проводится. Но люди так любят его и живут им, что 20 тысяч человек все равно приехали в пустыню и провели, возможно, лучший не Burning Man за всю историю. This will be my 9th one. Yeah, and I'm counting it. Okay, there's people, this isn't Burning Man, blah, blah, blah. Yeah, it is, sorry, it is. В этом году, конечно, уникальное совершенно событие для тех, кто не имел возможности побывать на Burning Man, допустим, до 96 года или в районе 96-97 года, когда тоже было порядка 10-20 тысяч человек.
Вот это, возможно, напоминает именно то, что было тогда. Out of 20 years of Burning Man, this burn, no org, way less cops, and it's all been playful, laugh. Everybody's with everybody, especially after a year and a half of COVID. Yeah, this is the best burn ever. Но, к сожалению, в следующем году, может, к счастью, в следующем году, в общем, будет, скорее всего, обратно все, как было раньше. Renegade Burn – это яркий пример того, как самодостаточные люди могут изменить мир. Не привлекая инвестиций, руководствуясь реально только своей страстью, волонтеры, не сговариваясь, внезапно заменили целую корпорацию организаторов. Они оформлены как изначально как некоммерческая организация, они занимаются всем этим, потому что там же много, действительно большой труд. Итог – яркий, свободный, полный жизни новый не Burning Man. А пока вернемся к моей цели. Через год здесь будет стоять мой арт-объект. Она довольно амбициозная. В 2022 году мы хотим представить на Burning Man арт-объект, организовать свой кемп и привезти туда арт-кар собственной постройки. Чтобы понять, как это сделать, мы решили ехать в пустыню Блэк-Рок уже в этом году и посмотреть на все своими глазами. Я Митя, я из города Киева. Good to meet you. Nice to meet you. Расскажи, пожалуйста, о своем грузовике. Tell us about your story, tell us about your idea. Ёбушки-воробушки, у вас что, баня на колесах? Для этой скаутской миссии я собрал очень сильную команду. О каждом из них можно снять отдельную серию. Чуть позже расскажу, почему. В начале нашего приключения мы решили все это заснять. Что, кино снимается? Да, немножко решили поснимать. Во-первых, чтобы потом не упустить ни одной детали, потому что культурная программа была очень насыщенной. А во-вторых, чтобы раскрыть тему искусства на Burning Man изнутри. Мы хотим исследовать все этапы подготовки, участия и дальнейшего пути арт-объектов. This thing has to go to Burning Man. Like it's too good to not go to Burning Man. Тебе нужно очень хорошо расписать всю инсталляцию, как будут люди с ней взаимодействовать, где она будет стоять и в чем ее смысл. I got the grant, I did a Kickstarter, I put some of my own money into it, and then a couple very generous people also put significant amounts. Нам удалось поговорить с огромным количеством интереснейших людей. Hi, my name is Adrian Landon. Меня зовут Глеб. Hi, I'm Jeremy Crandall. Зовут меня Сергей. Мэры кемпов, создатели арт-каров, музыканты, меценаты, тусовщики, те, кто, по сути, и творят этот фестиваль своими руками. Первое, в чем я решил детально разобраться, это типы арт-объектов на Burning Man. Их 3. Это стационарные арт-инсталляции, арт-кары и кемпы. Про каждый тип я узнал и собрал столько информации, что одним видео не обойтись. There's $1.3 million that the Burning Man Project gifts to artists that are wanting to bring work out. Мы, несмотря на то, что все это придумали, Burn, по сути, нам сказали, not good enough. У них есть 2 лицензии. Есть дневная лицензия и ночная лицензия. Поэтому я запускаю свой YouTube-канал, где буду делиться с вами всем этим волшебством. У меня были сомнения, нужно ли это все. Хотелось ответить на вопрос, зачем это людям, почему они это делают. Это самый сложный вопрос. Это как грех. Это как крест, я не знаю. Way to meet people. It's a way to engage with people. Oh, you want to ride on this or take a picture on this? Куча эмоций, счастливые люди. Включили мыльные пузыри, люди начали их ловить ртом. Это, бесценно. Сейчас же после поездки я хочу ответить всего на 2 вопроса. Как это люди делают и что нужно, чтобы это получилось у меня? Опытные бернеры, к слову, все как один отвечают на этот вопрос так. Do it. Like, stop thinking about it and get to work. Do it. Don't think about it, just do it. Don't worry about the money, don't worry about nothing, just fucking do it. Ну а кто я такой, чтобы не послушать отдельного совета? Поэтому, если вам интересно, что у меня получится и получится ли вообще, следите за следующими выпусками. Пока.